Родитель один, родитель два. Зачем оно нам? Играл в Fallout, играл в метро 2033, поэтому не сильно тревожит. Правительство сменить. Ну, мы скоро под Херсоном будем, там мы узнаем. Применится ядерное оружие, тогда и России, в принципе, не будет. Народ сошел с ума. Почему-то американцы думают, что они нанесут первыми удар. Будет минута где-то на это все. Давно пора американцев сметать. Все падут, а Россия возвысится. Хватит уже издеваться над Россией. Тревожит ли вас вероятность возможной ядерной войны? Тревожит. Ну, если тревожит, то здравствуй, каменный век. А вас, девчоночки? Честно, Тревожит, конечно. тревожит, Смерть но всем. мне кажется, все равно ядерной войны не будет. А как вы думаете, что должно произойти, чтобы никакой ядерной войны не было? Надо сесть все вместе за круглый стол и нормально пообщаться, по-человечески. А не сидеть там за кулисами и что-то там. Обычный народ, гражданские люди будут страдать. Наверное. Нужно просто обсудить. Но пока что у нас переговоры ни к чему хорошему не приводят. Еще вам такой вопрос. Как вы думаете, вообще Россия имеет ли право применить ядерное оружие и в каком случае, если имеет? Ну, если мы берем чисто с правовой стороны, то у нас запрет на применение ядерного оружия. Ни одна сторона не может применять ядерное оружие. Защищать свою страну. Защищать, да, но ядерное оружие – это не тот метод, с помощью которого стоит защищать, потому что если будет некого. Да. Если применится ядерное оружие, тогда и России, в принципе, не будет. Ядерное оружие это всего лишь навсего это всего лишь защита. Но так как в нашей истории мы не... Ну, обычно к нам заходят в гости. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Как вы думаете, что должно произойти, чтобы всего этого не случилось? Чтобы народ в ум пришел, потому что вся планета сошла с ума. Это мое личное. А как вы считаете, вообще Россия в каком случае может применить ядерное оружие? Вот это я не могу вам совершенно сказать. Ну, вы же знаете, что наша, как называется, кредо, что мы отвечаем на ядерные удары. Ну, так было до сих пор. Что будет дальше, никто не знает. Вот. Ну, просто народ сошел с ума. Я говорю, почему-то американцы думают, что они нанесут первыми удар, так сказать, а им ничего не достанется. Они же сделали на Аляске противоракетную оборону после развала Советского Союза. Вот. Ну, у нас противоракетной обороны, насколько я знаю, сейчас нет. Очень Можно не тревожит. отвечать? Как думаете, что должно произойти, чтобы не было такой угрозы, и чтобы и разговоров таких не было, и чтобы вообще всего этого не было? Правительство сменить. Можем ли мы это сделать? Можем, если захотим. Почему вот мы до сих пор не хотим? Я вот пытаюсь понять, в чем секрет нашего общества, почему наше общество спит. Бояться последствий. Тогда, если все боятся, как будут перемены? Живем ли мы до них вообще? Понятия не имею. Все надеются. Остается только надеяться. Что делать? Тревожит ли вас вероятность ядерной войны? Коротко. Тревожит. Как вы думаете, что должно произойти, чтобы всего этого не случилось? Ну, надо хорошо думать, наверное, о последствиях. Как думаете, вообще Россия имеет право в каком-либо из случаев и в каком, если имеет, применять ядерное оружие? Ну, мне кажется, что нет. Нет, Почему? не тревожит и все. Не хочу отвечать. Да нет. Почему должна? Вообще не тревожит? Ну, как бы, если она произойдет, то мы все равно, у нас будет минута где-то на это все. А как вы думаете, что должно произойти, чтобы всего этого не случилось и чтобы даже разговоров таких не возникало? Ну, как сказать, чтобы войны не было, не должно быть как бы простой войны. А остальное это уже вопрос предпочтения политического. Как вот вы думаете, как гражданин России, в каком случае наша страна, Россия, имеет право это ядерное оружие применить и имеет ли? Ну, в праве самозащиты, только в текущей обстановке вопрос самозащиты – это деликатный вопрос. Я играл в Fallout, играл в метро 2033, поэтому не сильно тревожит. У вас очень какие-то серьезные, активные вопросы, я смотрю сейчас.
Как думаете, что должно произойти, чтобы вообще не то, что в повестке, в разговорах, в шантаже, чтобы всего этого не случилось? То есть вы имеете в виду, общий вопрос, как мир, да, сделать лучше? Начинать нужно с себя и с мира вокруг себя. Если каждый человек сделает мир вокруг себя лучше, то потом, возможно, все вокруг станет чуть лучше. Я просто аполитичен. Как вы думаете, будет ли время на то, чтобы пока ты улучшаешь себя, а кнопку ведь запустит кто-то другой? Если рассуждать о времени, то времени в принципе у всех ограничено, потому что думать о том, хватит мне времени или нет, не стоит. Ты просто делай, а остальное все само придет. Имеет ли Россия право применить ядерное оружие и в каком случае имеет? Вот вы как думаете? Я думаю, этот вопрос нужно задавать более осведомленным людям. Я, повторюсь, я аполитичен. В военной тематике слабо разбираюсь и во всем околоплавающем. Поэтому как-то так. Доброго вам дня. Да, очень тревожит, конечно. Это страшно. И этого бы не хотелось. Как вы думаете, как это предотвратить? Ну, наверное, нужно научиться слышать друг друга. Входить в точку зрения оппонентов. И, наверное, таким образом можно предотвратить что-то. То, что потом предотвратить невозможно будет, если это произойдет. Как вы считаете, вот как гражданин России, может ли Россия применить ядерное оружие и в каком случае, если может? К сожалению, может. И это страшно. Ну, я не знаю. Я думаю, что может, но не хотелось бы. Не тревожит, давно пора американцев сметать. А если американцы в ответ? Ну, ответку, конечно, мы получим, но не такой, как они. Надо соизмерять силы. Хватит уже издеваться над Россией-то. А как вы считаете, вообще возможно ли это все предотвратить? Возможно, конечно. Каким образом? Ну, во-первых, Байден, он уже, вы меня понимаете, надо же как бы здравомыслящего человека ставить в власть. Вот первое. Во-вторых, ну, там не с кем разговаривать, как говорит наш министр Лавров, нет их таких. Ли Страс. Кто она? Женщина, которая где-то Воронежскую область перепутает с Ростовской. Ну, все остальные, что нам, культуру эту вот родитель один, родитель два. Зачем она нам? У нас своя есть культура. Довольно, так сказать, всем нравится. Зачем нам это? У нас есть мама, папа. Не надо нам родителей. Скажите, а вот вы, как гражданин России, как думаете, в каком случае Россия имеет право применить ядерное оружие и имеет ли право вообще? Имеет право, как сказал Путин, когда есть угроза суверенитета, или даже больше, скажем, когда есть угроза существования самой России, тогда мы имеем право применить, конечно. Извините. Тревожит ли вас вероятность ядерной войны в мире? Честно, не знаю. Я, в этом, не особо разбираюсь. Как одни запустят ракету, другие, все мы и погибнем, и не только мы. Так или иначе, всем будет плохо. Так что, как примут сверху? А как думаете, вообще есть ли возможность как-то всего этого избежать? Навряд ли. Почему? Сами посмотрите на ситуацию в мире. И почитайте историю, как раньше все пытались нас утопить. И как сказал наш уже покойный Жириновский, то что в этом году и в следующем все падут, а Россия станет, как он правильно сказал, возвысится. Да. А как вы думаете, можно ли как-то этого избежать? Без понятия. Меня не тревожит, а тебя? Ну, мы скоро под Херсоном будем, там мы узнаем. Скажите, а как-то вообще можно это предотвратить? Это к нему вопросы. Здесь просто вопрос к политикам, чтобы они только договорились, по-другому никак. Здесь все решают политики. От мирных людей тут ничего не зависит. Как вы думаете, вот вы как граждане России, в каком случае Россия имеет право применить ядерное оружие и имеет ли вообще? Только если будет нам угрожать ядерным оружием. Если полетят нас ракеты, тогда ответная реакция, только так. Я боюсь, что меня посадят за ответ, поэтому я промолчу. Конечно, беспокоит. Страх Божий. Извините, я зуб вырвал, не могу. Конечно, страхота, это страшно. Как этого всего избежать вот мы можем? Избежать. Надо ум иметь. Мы не имеем. Есть такие дураки, которые не имеют.